Небольшой опыт в спидранах имеется. Немало. Конечно, далеко не каждая из этих попыток нормальный ран, но все же у меня есть о чем рассказать. Вот это недоразумение за достижение не считаем. Также я списался с одними из лучших спидранеров по Lethal Company, но об этом попозже. Этот гайд подойдет не только спидранерам, так как различные фишки и советы можно использовать и в обычной игре. Начнем с лун, а потом будут общие фишки и советы. Напоминаю, что на 2000 подписчиков будет розыгрыш. Экспериментейшн за луну не считаем, но если все же вам пришлось с ним столкнуться, то примите мои соболезнования. И нет, я не буду рассказывать про эти две заезженные темы. Хотя, получается, все-таки рассказал. Мы коснемся ульев. Если пчелики заспавнятся на этом холме или на этом, то вы легко успеете занести ульи на корабль еще до того, как можно будет залетать. Сами ульи можно забирать тремя способами. Хватаем его, несем к лестнице и дропаем чуть правее. Потом забегаем в корабль и закрываем дверь, после чего взлетаем. Второй вариант подойдет, если улей лежит на верхушке холма или чуть ближе к кораблю, чем к комплексу. Прыгаем с холма на решетку и дропаем улей возле этой лестницы, так как пчелы будут подниматься по ней. Потом действуем по ситуации. Если стамина позволяет, просто бежим ко входу и закрываем дверь. Если же стамины нет, лезем наверх. Да, вы получите урон, но если получится подняться и потом упасть с крыши и при этом не умереть, то пчелы потеряют фокус и не будут агриться. Третий же вариант подойдет для улья, который лежит вот в этой местности. Тут тоже роляет стамина, но уже намного меньше, чем во втором варианте. Если стамина есть, то забираемся на холм и прыгаем с него на корабль. Если стамины нет, то особо ничего не меняется, просто до корабля вы не допрыгнете. Все, что останется в таком случае, дойти до лестницы и взлететь. Что в варианте с прыжком, что без него, пчелы сойдут с ума от того, как вы их переиграли, потеряют улей и будут просто шляться по луне. Так что если у вас несколько ульев, будьте осторожны. Раз уж так долго говорим о ульях и стамине, то стоит упомянуть и такую фишку. Например, в версии 56 и выше за урон вы получаете и стамину. В принципе, относительно хороший размен. В 40-й же версии за урон вы получаете урон, и как бы все. Так что к ульям на V40 нужно будет какое-то время привыкать. Assurance. Если играете соло, то интересным здесь будет только дроп на Fire. Опять-таки вернемся к версиям. На V40 урон от падения фиксированный, и чтобы разбиться, еще нужно постараться. Поэтому после того, как экран загрузки пропадет, ждем секунду-две и нажимаем на кнопку, чтобы открыть дверь. Так она откроется раньше. После чего, облизывая стену, выпадаем через отверстие в заборчике. Не прыгаем, а именно выпадаем. Таким образом вы сможете упасть на камень ближе к фаеру, и это даст вам возможность сэкономить немного времени. Если же повторить такой трюк на V56 и более новых версиях, вы просто разобьетесь. Поэтому лучше дожидаться автоматического открытия дверей, после чего совершать все то же самое. Если же вы играете дуо или больше, храни вас бог, то вам поможет и вот такой дроп на мейн. В отличие от Fire, тут вы не получаете урона. Вообще, вот этот совет касается не только Assurance, но отсюда он, скажем так, начинается. На V40 червь или Левиафан не такой, как на более новых версиях. Вылетает он после значительно меньшего количества партиклов и эффектов вокруг, так что будьте осторожны. Но вот на версиях попозже у вас будет небольшой запас. Я хочу, чтобы меня отпили на Адамансе. Да есть же, Сумон Биг Гнида, ты охуел? Я тебя сейчас забанил, за такие рофлы, блядь. Вов или Вов. Луна нужна только для того, чтобы искать ульи. В этом она, кстати, наверное, даже лучше Марча, так как банально меньше. После нажатия рычага быстро сканим и смотрим на количество ульев. Кстати, чтобы сканить, пишите скан в любом месте, где можно писать, жду комменты про листик и ручку, и копируйте то, что написали. Также подойдет и чат в игре. Пишем скан, Ctrl-A, Ctrl-X и готово. Итак, когда перед нами терминал, зажимаем Ctrl и просто спамим V и Enter. Таким образом и сканим, собственно. Если улей один, просто ждем, пока прилетим, и идем его искать. Ждем, потому что заспавниться он может прямо перед кораблем. Если их несколько, то, опять-таки, если вы на V40, выпадаем сразу и идем искать. Кстати, Flooded, затопление,
на фов и вынос ульев почти не влияет из-за холмистой местности. Главное, при шторме не завтыкайте и не забудьте, что в улье тоже бьет молния. Offense. Из интересного здесь только то, как можно попасть на Fire. Ждем открытия двери, прыгаем на выступ на корабле, залазим на крышу, чуть ждем и прыгаем на трубу. Потом идем по трубе до конца и вот он Fire. Но в той категории, где играю я, к моменту оффенса я уже с джетпаком. Не знаю, зачем вам эта информация, но на Fire также можно попасть с помощью лестницы. Марч. Ничего личного, но пусть ее просто удалят из игры. Мерзкая гадость, которая существует только все для тех же ульев. Кратко описать эту луну мне помогла Аки Мидори, за что ей большое спасибо. Марч просто огромный и пустой. В нем есть лут, но размазан он по всему комплексу. Так что все, что здесь можно показать, вот такой дроп на Fire. Делаем как на видео и жизнь малина. Про Адаманс и Артифис расскажу попозже. Выделю эти две луны, так как на 40-й версии их попросту нет. А сейчас идем на рент. Как таковых фишек здесь нет. Есть только два сокращенных варианта, как добраться до входа и до корабля. Первый касается мейна. Идем не по фонарям, а чуть левее. Потом обходим домик с левой стороны, идем вдоль горы и вот мы на мейне. Теперь про Fire. С корабля идем на холм, после чего потихоньку спускаемся вниз. В каком конкретном месте вы будете это делать, неважно. Так или иначе, вы попадете на Fire. А вот идти с Fire лучше вот таким маршрутом. Так вы практически никогда не встретите мобов и дойдете до корабля. Теперь парочка советов. На Fire вы попадете только после мейна. Так что брать там двуручку или нет, уже думайте сами. Если же вы найдете ее на мейне, несите на шаттл сразу же. Таким образом вы залутаете на пару-тройку сотен больше и при этом не будете съедены. Также довольно очевидный совет, но все же, не стоит сразу лезть в прогресс, то есть туда, где куча коридоров. Лучше сперва проверьте все остальные двери и тупики. Луна все-таки не начальная, так что есть шанс того, что прогресс вам даже не потребуется. Dying. Здесь вообще нечего рассказывать. Единственное, если собираетесь спидранить, заранее изучите карту. Начиная с 50-й версии, Дайн снаружи сильно переделали. Так что одна и та же луна на V40 и условный V56 будет сильно отличаться. Ну и любимый титанчик. Тут только те фишки, которые уже, наверное, все знают. Лут можно дропать двумя способами. Либо под лестницу, для этого вам нужно прижаться к стене и встать на самый край. Дропаем шмотки, и они оказываются вот здесь. Либо же можно дропать по-другому. Тут опять два варианта. Либо вы дропаете лут чуть ближе к перилам, чтобы впоследствии спуститься на них и бесшумно передвигаясь, дропать лут еще ниже. Либо заранее взять с собой лестницу, открыть ее примерно вот так и дропать лут с края лестницы. В таком случае лут будет падать уже на корабль. Еще, независимо от версии, если вы выходите с Fire и видите какую-то пакость, то можно экстренно спуститься вниз. Просто выпрыгните вот на этот уступ. Вы не разобьетесь, но получите 80 урона. При этом сможете нормально добежать до корабля или продолжить таскать лут. Теперь уже Адаманс. На 70-й версии он, конечно, преобразился, но пока не видел, чтобы здесь были нормальные раны. На этой луне можно выделить два небольших сокращения. Вот здесь, на подходе к мейну, и вот в этом месте, когда идете к кораблю. Второй, скажем так, трюк вы сможете сделать с любым весом. Также он поможет вам, если вы подняли улей. Так как пчелики не такие умные, как вы, им придется идти в обход, что даст вам время. Из очевидного здесь можно выделить вот эти прыжки по сломанному мостику, дроп лута с Fire, после чего его поднятие, дроп, симулятор Маугли и снова поднятие и дроп. И вот такой залаз на выступ слева от мейна, который поможет в затоплении. Артифис. Из полезного для спидранеров, наверное, только вот этот залаз на заборчик, на котором вас не достанут хавки и собаки, и круизер джамп. Делается он несложно, но при этом очень эффективен. Лут, если кто не знал, не обязательно класть внутрь машины. Если говорить в общем о фишках, то не стоит закрывать роботов. При должном опыте они скорее помогают, чем мешают. Убивают монстров, и если ракета взорвется возле вас, то это придает вам ускорение. Но это мое мнение, вы же делаете так, как считаете нужным. Что ж, теперь общие фишки, которые, наверное, и так всем известны.
Ничего нового рассказать скорее всего не получится, так что пробежимся по базе. Это база. Мобы. Если на вас напала потолочная гадость, стойте на месте. Она слезет с вас, оставив вам 10 хп. Но слезет она только если вы играете в соло. Если же играете в дуо, то вам уже ничего не поможет. ЖК. Хорош. Но у меня не было ни лопаты, ничего. Ну или если у тиммейта будет лопата или знак. Coilhead своими пластиковыми ручками не способен быстро открывать двери. Так что это один из вариантов, как можно от него свалить. На V40 драться с тампером дело неблагодарное. Все опять-таки потому, что стамины вам никто не даст. Так что единственный совет, который может быть, лучше бегите сразу, если вы услышите. Ну и в завершение к мобам оборачивайтесь хотя бы каждые 20 секунд. Будет обидно, если Бракен испортит вам хороший забег. Movement. Прыжок на заводе. Скип лестниц. Скип паркура. И опять скип лестниц, но уже по-другому. Чтобы перетаскивать лут быстрее, повернитесь спиной в ту сторону, куда вам нужно, бегите назад, попутно нажимая E и G. Когда же стамина кончится, чтобы быстрее идти, перекладывайте лут так, как показано на видео. Если так получилось, что у вас 3 одноручных вещи и 2 двуручных, то бежать за второй вовсе не обязательно. Вы можете тащить сразу 2 двуручки. Просто нужно немного потренироваться, и все получится. А теперь парочка не столько фишек, сколько советов. Если вы только начинаете свой спуск в этот ад, то лучше, как мне кажется, закончить и не продолжать. Ладно, нет. Как по мне, лучше поначалу попробовать спидранить что-нибудь маленькое. Соло Day квота или же спидран одной квоты наверняка покажется слишком душным, так как там, очень много рестартов. Так что хорошим началом будет спидран 3 или 6 квот. Вы познакомитесь с лайвсплитом, его возможностями, и это даст вам ту резкость и понимание игры, которая потребуется для спидранов в долгую. По типу 10 квот или айронменов. Как я уже говорил, я списался с ребятами, которые в комьюнити спидранеров имеют не последнее место. Во всех смыслах. Вы только посмотрите на этот ужас на странице speedrun.com. Думаю, несколько лучших советов, которые я могу дать, такие. Пользуйтесь хорошей таблицей, не заходите слишком далеко и не складывайте больше 3 предметов у входа-выхода. Когда я только начинал, я действовал в последовательности 1, 3, 6 и 10 квот, ставя перед собой личные цели для каждой из них, прежде чем перейти к следующей категории. Именно такой подход я бы порекомендовал новичкам, вместо того, чтобы сразу прыгать на 3 или 6 квот. Однако, когда игроки действительно достигают уровня 3 и 6 квот, самое важное – поддерживать свою таблицу в актуальном состоянии после каждого игрового дня. Это позволяет точно знать, что оставить, а что продать, что дает больше времени на планирование и распределение товаров для продажи на задании компании. Есть еще множество мелких нюансов, но они, честно говоря, больше подходят для топ-10 игроков и выше. По поводу таблиц, кстати, есть отдельный гайд на speedrun.com, ссылка будет в описании. Но если вам лень пользоваться или разбираться в таблице, подойдет и обычный калькулятор. Закончили день, записали в чат в игре. Закончили следующий, Alt-Tab, посчитали, записали в чате игры. Думаю, суть ясна. Следующим советом будет, как бы это парадоксально ни звучало, спидрану не нужна спешка. Один неправильный или неосторожный мув, одно поспешное решение, и вы будете кормить пчеликов или еще какую-нибудь живность. Лучше потерять пару секунд сейчас и догнать их по ходу рано, чем испортить себе хороший забег. Также, если вы новичок и видите, что сильно не успеваете по таймеру, ничего страшного. Не нужно из-за этого рестартать. Лучшим решением будет просто продолжить. Да, вы не сможете конкретно за эту попытку достичь своей цели, но это даст вам тренировку и понимание, что и как делать в будущем. Лучше закончить забег, проанализировать ошибки и потихоньку уменьшать время. Последнее я бы даже, наверное, не назвал советом, скорее пожелание. Желаю успехов и терпения, чё. Стоит понимать, что в спидранах Lethal Company скилл играет далеко не главную роль. Почти все в этой игре подвязано на удаче. Лишь от сида зависит, насколько много и насколько быстро вы сможете вынести то или иное количество лута. Так что куча рестартов обеспечена в любом случае, и с этим нужно просто смириться. Ну а если ты досмотрел до этого момента и нашел для себя что-нибудь полезное, то почему бы не подписаться и не поставить лайк. Также советую не пропускать стримы. Как раз на них сейчас делаю спидраны на 40-й версии.
уведомления о стримах в ТГ или Дискорде. Это WhatsApp, это тейп, и чё там? Опять делаем суммон? Только попробуй, блядь, да есть же, я тебя выпотрошу. А попробуй только опять свои колдунские лайфхаки использовать, я тебе